Однажды я спросил у деда: «Дед, как ты выиграл войну?» И долго ждал его ответа сквозь прищур глаз, сквозь тишину. Поправил дед свои награды и так с усмешкой мне сказал: играют в карты или нарды. Я не играл, я воевал. Он рассказал, как под Ростовом земля горела, как в аду. Как вспоминал он крепким словом, что немцев всех имел в виду. Как поднимался из траншей, глотая хриплое «Ура!», как липкий пот стекал по шее. Такая вот была игра. Он рассказал, как пули пели, как могут только пули петь, а в небе юнкерсы ревели, с небес роняя страх и смерть. Как заглянул в глаза он фрицу, всадив ему под ребра нож, как этот взгляд ночами снится, игру такую где найдешь. Он рассказал, какой бывает на вкус кровь с грязью пополам, как мина с визгом пролетает. Что ж, повезло, опять не к нам. Как звенья гусеничных траков на клочья могут тело рвать, что ничего страшней нет танков, здесь вам не в танчики играть. Как медсестричка навстречу жизни и судьбе, худая, хрупкая, как спичка, его тащила на себе и постоянно повторяла: терпи, родной, терпи, родной. Она ведь тоже не играла, она жила войной. Как уходили все те, кого он знал, любил, ушли, как будто и не жили, а он вот жил, назло всем жил. Как у Рейхстага на ступенях он сел и горько зарыдал, и в мыслях, как просил прощения у тех, с кем раньше воевал. Однажды я спросил у деда: дед, как ты выиграл войну? И долго ждал его ответа сквозь прищур глаз, сквозь тишину.